Всех приветствую на канале. Сегодня я вам хочу рассказать о паре узоров, которые великолепно подходят для манжетов, для вязки горловин, для планок. Причем эти узоры максимально простые. И самое главное, они не расходуют много пряжи и не выглядят громоздкими. Давайте начнем вот с такой резинки. Она чем-то похожа на обычную резинку из чередования лицевого и изнаночных рельефных столбиков, но изнаночные столбики заменяются на воздушную петлю, и получается такой более облегченный вариант резинки. Он также пружинит, хорошо держит форму, но подходит только для кругового вязания. Этот узор великолепно смотрится и на горловине. Мастер-класс, кстати, вот по этому пуловеру есть на моем канале. Я оставлю ссылочку в описании, вы можете перейти посмотреть. Узор получается односторонний. То есть по изнаночной стороне просто такие полосочки. Очень красивый узор. Есть у него небольшой минус. Он чуть-чуть он имеет косину. И еще планочку вот именно таким узором лучше вязать не стоит, потому что он чуть-чуть подкручиваться будет. На манжетах, на горловине это незаметно. Но если будете вязать планку, то будет планка чуть-чуть вот таким образом вот подкручиваться на лицевую сторону. Обязательно край вот такого узора лучше всего обрабатывать рачьим шагом, чтобы он имел аккуратный и законченный вид. Сейчас чуть попозже я покажу особенности вязания такого узора. И еще один узор, который вообще нисколечко не подкручивается. Он также вяжется только по кругу. Тоже имеет облегченный вариант. Этот узор вяжется чередованием, видите, тоже сеточка, чередованием воздушной петли и простого столбика без накида. И причем он очень классно ложится в ленивый жаккард. Вот это тот же самый узор, что и здесь, только при вязании такого узора я вязала ряд одной нитью, ряд другой нитью, и создаются вот такие вот вертикальные полоски, тоже напоминающие резинку. Этот узор не пружинит, но если вы вяжете какую-то планку, то он будет великолепно держать форму. Никакого подкручивания даже на углах. То есть углы четко лежат, не надо ничего не отпаривать, не растягивать. Все будет круто держать форму. Узор. Можно сказать, что двухсторонний. Изнаночная сторона совсем чуть-чуть отличается от лицевой. Мастер-класс вот по этой футболочке тоже есть на канале. Ссылку я оставлю в описании. Мастер-класс по этому изделию скоро будет на канале. Я сейчас его вяжу. Уже в одном из прошлых видео маленько рассказывала об этом проекте. Тоже ссылочку оставлю в описании. Если захотите, то посмотрите. Начнем вот с этого узора, с резинки. Вяжется он по кругу. Нужно четное количество петель. Вот у меня такое вязание сымитировано. И посмотрите, как начинаем мы этот узор. Я отпускаю петлю с крючка, подхватываю наши воздушные петли подъема, затем петлю возвращаю на крючок и под эти петли протягиваю. И начинаю вязание узора с 4 воздушных петель. Накид на крючок. Вот наша воздушная цепочка. Следующий столбик пропускаю и следующий подхватываю. Вяжу лицевой рельефный столбик. Воздушная петля, накид на крючок. Пропускаю столбик, следующий подхватываю. И таким образом мы вяжем, чередуя воздушную петлю и лицевой рельефный столбик. Смотрите, мы заканчиваем ряд, воздушная петля. И в третью воздушную петельку подъема я вяжу соединительный столбик. Вновь отпустили петлю, подвели крючок под воздушные петли, надели петлю, вытянули и начинаем опять повторять ряд. 4 воздушных, накид на крючок, и теперь подхватываем рельефный столбик предыдущего ряда. Воздушная петля и опять накид на крючок и подхватываем рельефный столбик предыдущего ряда. И таким образом вяжем резиночку на необходимую высоту. Если вы вяжете, например, кофточку с застежкой, то вам лучше всего выбрать вот такую планочку.
Нужно также набрать четное количество петель и вяжем ее следующим образом по кругу. Начинаем ряд с 2 воздушных петель подъема, столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик без накида. Воздушная петля, столбик пропустили, в следующий вяжем столбик без накида. И так до конца ряда. Посмотрите, как заканчиваем ряд. Воздушная петля и соединительный столбик в первую воздушную петлю для подъема, которую мы вязали. Дальше еще один соединительный столбик под воздушную петельку. И повторяем узор. 2 воздушных и столбик без накида под воздушную петлю. Воздушная петля и столбик без накида под воздушную петлю. И таким образом мы вяжем узор на необходимую высоту. У нас будет сдвигаться начало ряда по косой линии. Смотрите, если вы вяжете из ниточек одного цвета, то можно вязать узор по спирали. Если вы хотите получить вот такой эффект с вертикальными полосочками, то лучше всего узор вязать именно когда мы заканчиваем ряд и начинаем новый. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока!